Лариса Желнарович и Алексей Баранов забрали из детского дома девочку Лею. В год она выглядела как трехмесячный малыш. Маленькая, худенькая, со странной прической на голове. У нее было огромное количество разных диагнозов. Двусторонняя расщелина верхней губы твердого и мягкого неба, токсическое поражение центральной нервной системы. У родителей была тяжелейшая адаптация. 2 года бессонных ночей, огромное количество операций, потом реабилитация. Если бы Алексей и Лариса не забрали бы Лею к себе в семью, то она бы точно попала в дом инвалидов. А сейчас вы посмотрите, как за 8 лет изменилась Лея в этой семье. Кстати, в семье живет еще один ребенок из детского дома, мальчик Сережа. Он родился недоношенным, слабослышащий, еще ему ставили порок сердца. В семье он стал абсолютно другим. Как менялась жизнь детей в этой семье, смотрите далее в моем фильме. Кстати, если у вас не получается смотреть мои видео в YouTube, то вы можете переходить по ссылке в мой телеграм-канал и на страничку в ВК. Я знаю, что ты занимаешься музыкой. Ходишь, что это, музыкальная школа? Да. И на каком инструменте ты играешь? Вифон. На фортепиано, Да. У нас легко вифон. Есть фортепиано. Тебе нравится играть? Да. Что-то получается уже у тебя? Да. Я клавиши, я очень на какую песню нажимаю до. И отсюда до, первое до, вторая третья ми. До, ре, ми. Да. Фа, соль, ля, си. Да? Нет. Нет? Я Так. 3 клавиши. То есть ты знаешь 3. До, Да. ре, ми. До, ре, ми. Лариса, Алексей, вы помните первую встречу с Леей? Какой она была и какого ребенка вы увидели тогда? О, это не забывается. Ага. Помним. И как мы в банке данных увидели ее фотографию, Да. она из 40 детей была единственная, на которую могли выписать направление в тот день. Все остальные были заняты или на них уже взяли направление. Да. И вот весь список огромный, и единственный ребенок нам предлагается. Угу. И еще такой был момент, оператор Выбор, да, этого такой? банка данных, он такой говорит: волонтеры, они хорошо отзываются, она на Лунтика похожа. На лунтика. На Лунтика, да. Ну, у него был такой носик неправильный немножко. Да. Вот. И с этим направлением, с трясущимися руками я звонила в дом ребенка договариваться. И так получилось, что в тот день, который нам согласовал дом ребенка, домик, да, Алексей не мог. И я поехала первый раз одна. Угу. И я помню, я выгладила какую-то рубашку, взяла ее с собой, везла чуть в пакете, как-то чуть не стерильно. Я так боялась, что мне ее не дадут, что меня туда не пустят, покажут через окошко. Но в итоге мне дали подержать Лейку в руках. Первое, что она сделала, когда я ее взяла на руки, она взяла мой палец, схватила очень быстро и засунула себе в рот. Ага. И ну вот так у нас и пошло, что Лея, палец в рот не клади. Лень, тебе палец в рот не клади, да? Ты с пальца начала встречу с мамой. Как она Поехали. выглядела, Ларис? Слушайте, она Наверное, была размером с 3-месячного ребенка. Это там Она шу. весила 5700 в свой год. Вот это да. 5700, да. При том, что она родилась не, 2700, не то чтобы она была килограммовая, как вот Да. Ёженька. Она была очень худая. У нее вот так торчали все позвоночники. Это был такой худой, маленький скелетик. Довольно дикий, который не смотрел в глаза. Ну, это, конечно, очень горько. То есть у вас сразу ваш. Да, Лея абсолютно наша. Скажи, а танцевать ты любишь? Да. Ты танцуешь? Да. А ты ходишь куда-нибудь или ты просто любишь дома танцевать? Дома. А как ты танцуешь? Можешь показать, как ты Да. танцуешь? Давай. Ой. Давай. Ух ты! Я дали. Я сама могу. Это у тебя такие прыжки, да? И блатую. Я вот так и блатую. Вот так. Здорово у тебя получается, совершенно. Ты молодец. Как вы думаете, если бы не ваша семья,
Куда попала бы Лия и что бы с ней было? Ну, у Лейки, скорее всего, была бы плохая судьба, потому что каждое время пребывания в учреждении ее бы просто деградировало, и она бы попала в детский дом инвалидов, и, скорее всего, она никогда бы не говорила и никогда бы ничему толком не научилась. Вот. Жила бы в детском доме Дом инвалидов. инвалидов, Да. Это если бы она в целом выжила бы, потому что, ну, они же умирают, дети, как бы. Вот. Ну, я так понимаю, кандидатов-то не было у неё на Ну, тот перед момент. нами было 6 отказов. То 6. есть люди приезжали, знакомились с ней Мгм. и уезжали. Ребят, но решиться на ребенка с инвалидностью – это, ну, такой серьезный поступок. Почему все-таки вы или как получилось так, что вы поняли, что вы с этим справитесь, что никаких проблем нет, и что у вас есть силы, у вас есть ресурс? Ведь это же нужно почувствовать, когда у вас еще не было опыта, да, вот ребенка, и тут вот сразу ребенок с инвалидностью. А я не считаю, что на это нужен какой-то особый ресурс. Я не считаю. Ну, всегда есть ресурс, грубо говоря, вот общий там в стране, во времени, да? Ну, то есть те возможности реабилитации, которые могут быть сейчас. Да, там 150 лет назад Алексей не прожил бы со своим диабетом вообще нисколько, да. Ну, это да. Очень быстро бы ушел. И я после своего воспаления легких в 1,5 года тоже вряд ли бы продолжила свою жизнь. Соответственно, какие сейчас есть возможности для того, чтобы конкретно этому ребенку было лучше? Ну, вот такие будем использовать. Вот и все. У нас тогда был ровно такой подход, хотя мы, конечно, не представляли. Человек, который как в теплице рос, да, там понятно, что он в жизненной Ему будет ситуации сложно. какой-то, да, будет сложно ее как-то вот осмыслить и понять, как все сделать. А когда, ну, как-то в жизни были какие-то проблемы, да, и их приходилось решать, ну, и ты понимал, что надо дальше жить, не останавливаться на месте, вот. То есть вы себя считали опытными, зрелыми людьми, которые прошли, ну, какой-то путь, да, и вы Да. можете что-то дать ребенку. Да, совершенно, да. Даже наоборот, мне с моей нынешней позиции жалко, что мы изначально не говорили, мы возьмем специально ребенка-инвалида, потому что мы это можем, а здорового ребенка может взять и другой. Хотя это тоже неправда. Это Вот тоже. как с младшим, оказывается, он же не инвалид. Ну, обычно все равно приемные родители ищут, ну, хорошо, ну, с третья группа здоровья, да, ну, вот что-то, какие-то небольшие там отклонения, но все равно, чтобы был красивенький, там, не знаю, голубоглазенький, какой-нибудь такой вот весь аккуратненький, чистенький и так далее. Ну, в большинстве своем все хотят таких детей. Я так этого вообще не понимаю. Мне кажется, что это, ну, какой-то... Совершенно это несовместимо с моей позицией жизненной. Мне кажется, что они все прекрасные дети. И без ручек, и без ножек, и без глазок. Они все прекрасные, они все любвеобильные. Они все очень хотят, чтобы ты их вот взял и... И это такое счастье, которое просто расцветает, расцветает, расцветает. И это любой ребенок так. Ну, как кто-то говорил, где-то слышал, независимо от расовой там какой-то принадлежности или еще чего-то, да, то есть это дети. в Это первую правда. очередь. Да, Все равно это дети. конечно. У тебя очень красивые серьги. Покажи мне, что это за сережки? Когда тебе уши прокололи? Это я сама. В смысле сама? Ты сама уши проколола? Что-то мне такое мама не рассказывала. Это правда, что себе уши проколола сама? Это я буду, я могу. Скажи, а ты любишь петь? А я могу... У тебя есть какая-нибудь любимая песня? Да. Какая? Я думаю. Давай, подумай. Лариса, ну, получается, Лея пошла в обычную школу. Это Да. было ваше решение? Это мое было решение, и Алексея решение, Да. потому что мы считаем, что дети должны быть... Ну, как вот дети должны растить в семье, Да. также они должны ходить в обычную школу со своими друзьями, которые они играют во дворе. Угу. И я считаю, что это, ну, вот абсолютное правило, мимо которого нельзя, даже колясочников нужно водить Да. в школу. Согласна, да. Я считаю, что они, когда маленькие, они как-то к этому легче относятся. Угу. И,
Ну, привыкают, что дети разные, у кого-то там вот такие проблемы, у кого-то такие проблемы. И для детей это нормально, это легко принять. Ну, а взяли в школу вообще? Да, взяли, мы пошли на очно-заочное, Мгм. чтобы как бы Лей было проще. Но мне не очень понятно поведение школы и их мотивация. Мгм. И я как-то так еще даже не могу разобраться. Они явно боятся Лею сильно как бы погружать, подпускать к другим детям. Вот как. Ну, слушайте, нас не добавили в родительский чат. Ноябрь месяц. А почему? Ну вот, при том, что я же не то чтобы об этом не напоминала. Ну да. Ну, я об этом напоминаю. Нас даже в родительский чат не добавили. То есть я подозреваю, что мы не попадем на общую елку с классом, потому что нам сейчас скажут, что билеты мы уже купили там, и так далее. Я не знаю, почему так происходит. То есть ребенок, получается, они его как-то Кто так отгораживает? отодвинули, да? Отгораживает, да. Она и так не очень много занимается с классом. У нас очно-заочная форма, и она там какие-то предметы у нее с классом, остальные персонально с дефектологом, с логопедом. И я, в принципе, согласна. Я считаю, что это хорошо для нее сейчас, чтобы ей не было неудобно, чтобы у нее не было вот этой неуспешности. Да. Но по мне, когда ребенок в классе, ну это нужно использовать на полную катушку. Все Ну, эти естественно, возможности. учитель должен всех наоборот их как-то, да? так Да, вот. да. А в чем тут дело? Я, честно сказать, не знаю. И ну, это очень грустно. Ну да, то есть получается, что ребенок не в коллективе. Ребенок не в То коллективе. есть он все да. время где-то Он все время в стороне. где-то, да. И дети на это что же реагируют как-то странно, да? Приводят какую-то странную девочку Конечно. на некоторые занятия. Мгм. Как к ней относишься? Что-то, да, с девочкой. И судя по тому, что это происходит, ну, видимо, тоже как-то им не поясняют, что с девочкой происходит. Потому что дети выглядят как-то испуганно. так. Лариса, на самом деле это же так важно, да, вот мне кажется, что я тоже, когда вот со своими детьми могу сказать, что когда привозили там ребенка, допустим, на инвалидной коляске, мы наоборот, ну я как родитель радовалась, потому что ребенок испытывает другие чувства по отношению к этому ребенку. Ты ему объясняешь, что вот может быть такое, что вот так и так, что с ним надо дружить, правильно? Конечно, да. Конечно. А потом мы же все не застрахованы от болезни, от слабости, от застрахованы. инвалидности. Да. Мы никто не застрахован от того, чтобы не родить ребенка с инвалидностью. Да. А мы когда лежим в больницах и вот сталкиваемся с Мгм. этими мамами, которые Да. никогда в жизни не видели инвалидов, они вообще не знают этот мир этой специфики. И они вот от них отгораживали. Да, лучше их, инвалидов, да. лучше их где-то там в другом месте. И получается, что она рожает этого ребенка, она чувствует себя просто выкинутой уже по факту рождения. И она не знает, что с ним делать, она не знает, насколько это страшно. Ну, конечно, страшно. Но их никогда не видят. Конечно, страшно. Если бы она в детском саду с ними, потом в школе с Мгм, ними, да, мгм. ну ничего страшного, просто нужно немножко больше помощи, Да. немножко больше поддержки. Потом это же еще очень важно. На таких вот полярных ситуациях больше развивается и самопринятие, да, Конечно. свои отличия. Вот ребенок отличается очень сильно. Да. Но я отличаюсь от других. Ну нет, в школе так не хочется. Ну, может быть, надо искать другую школу, новую школу. Хотя у вас здесь, я так Ну, понимаю, У нас здесь везде всё одна школа, одна. да, один ВЦ. то есть Нам даже уже сказали, ну почему же вы не пошли в нашу прекрасную коррекционную школу? Она у нас очень замечательная. Я не спорю, в коррекционных школах сейчас самые лучшие Да, дефектологи, да, логопеды и так да. далее. Но это резервация. Это же просто резервация. И это так нельзя. Их нужно всех погрузить, всех перемешать, и тогда всем будет лучше. Согласна. И особенно вот тем девочкам, которые потом, не потому что они в чем-то виноваты, а потому что это же генетическая лотерея. Вот тем девочкам, которые родят детей с инвалидностью, им насколько будет легче. И как раз это способ их защитить, а не то, чтобы им не показывать детей с инвалидностью. То есть, Лариса, все-таки наше общество, я так понимаю, не готово к детям с инвалидностью еще? Нет, мне кажется, готовы. Вот у нас у Леи очень много друзей по площадке. Мы гуляем по всему району, Да, у неё да, по да. всему району есть друзья. У нее много друзей на карате. Она очень общительная. И когда видят, что она не опасная, что с ней весело, что она адекватная, отношение к ней меняется. Поэтому обществу просто не хватает именно наличия инвалидов. Мне кажется, что если их пустить просто в обычные школы, в обычные сады,
и не чинить препятствий, Мгм. а лучше еще немножко помогать, Конечно. то общество прекрасно с этим разбирается. У нас папа бы сделал большой вклад в этом вопросе, потому что он с ней гулял, и он излучал такую просто, ну, спокойствие, Мгм. уверенность, стабильность, и все хорошо. У меня прекрасный ребенок. Он приносил там мыльные пузыри, играл с детьми, и как-то... И вот именно он в основном, его заслуга, то, что у Леи столько друзей, то, что к ней не боялись подходить, Мгм. не боялись сближаться, и в итоге тоже какие-то там дружеские связи образовались. Это вот целиком заслуга Алексея. Какие диагнозы были у Леи? Вас чем-то пугали? То есть М, говорили, отговаривали, может быть, говорили там, ребят, ну, посмотрите. Нет, нас никто не отговаривал. Вот в базе данных этот добрый сотрудник сказал, что она похожа на Лунтика. Это было очень трогательно. Это наша какая-то домашняя трогательная история. Врач в доме ребенка. Нет, она спокойно как-то это все рассказала. Это Московская область. Это Московская область, да. Где Но вы, откуда вы? Подольск? Подольске, да. Она была в Подольске. На самом деле ее кровная родительница живет недалеко от нас, в Измайлово. То есть у нас по прямой 5 километров. Родительница, это кого вы имеете в виду? Мама? А я не называю маму. Да. Я вообще специально Мгм. не называю родителей. Я говорю тетя, которая тебя родила. Да. Я такую формулировку. Потому что мама – это мама. Это гораздо больше, чем ты выносил и родил. Мгм. И я специально формулирую так. Тетя, которая тебя родила. Я стараюсь хорошо формулировать про этих тет, что ну вот тетя болела, у нее была очень сложная жизнь. И она не могла тебя воспитывать. Мгм. Мы не очень пока на этом заостряемся, потому что они маленькие. Да. То есть у них пока возникают вопросы там, а была ли я у тебя в животике? Я говорю, нет, ты у меня не была в животике. А Аня была у тебя в животике? Аня была у меня в животике. Я говорю, бывает так и так. Бывает вот в животике, а бывает специальный домик. Идут Да. родители и смотрят, ой, какая девочка хорошенькая, мы ее заберем из этого домика. А там как раз дети, которым нужны родители. Так вот, тетя, получается, тетя, которая родила Лию, она живет где-то рядом с вами. Да, она живет вот совершенно близко. Она интересуется, За виноградом. она интересуется жизнью. Нет, конечно. Ни разу не Нет. видели. Нет, конечно. Мне кажется, она и не знает даже. Мы это про нее знаем чисто случайно, потому что когда-то так получилось, что когда мы взяли Лею, я в базе данных нашла ее старшего брата. Мгм. Ну, во-первых, у меня были документы, я знала, что у нее есть 2 старших брата. А во-вторых, и знала их имена. Мгм. Ну и у них достаточно уникальная буква, первая буква фамилии. В базе же не только первая буква Да, то фамилии. есть у Лии есть братья. У Леи есть братья даже 2. Да. И я полезла поискать в базу. Я его нашла, они похожи очень сильно. Мгм. С Вовкой они прям похожи. Их невозможно перепутать, что они не брат и сестра. Да. И я посмотрела в базе, а тогда у нас появилась Лея, и это был какой-то просто ужас, потому что она толком не спала, она толком не ела, она ничего не умела, она не умела ходить. И мне просто было не до того. Когда я к этой мысли вернулась через полгода где-то, я полезла, а в базе его нет. Мгм. Потом проходит еще полгода, и я на Правмире вижу интервью его приемной мамы, и его фотографии, ее фотографии. Ну даже, господи, мамочка. И да вообще. И я написала его приемной маме Юле. И тоже у меня аж руки тряслись, я не могла печатать. Когда... И мы их тогда встретили, познакомили. И какое-то время мы встречали детей и Мгм. общались. Но Лея была Мгм. совсем маленькая, она как бы вообще не понимала. Ну Ну, да. что это Ну, такое? какая-то, да. Длинный дядя какой-то, да. Вовка, он так прореагировал, конечно, да. Он... А сколько ему, брату? Сейчас ему 20. Так уже 2, взрослый, наверное. Да, да, взрослый. там как раз проблема в том, что очень большая была разница. Когда мы их познакомили, ему было, мне кажется, 15 примерно. Мгм. И он через какое-то время получил свою квартиру. Ну и вот совершенно стало невозможно это все состыковать. И при этом мы с Юлей общаемся периодически. Она говорит, потом он вернется к этой теме, когда Ну вот да, чуть-чуть да. у него устаканится, самостоятельным да, станет. да, вот эта его жизнь. Вот. И у нас даже есть где-то фотография с обоими братьями, потому что вот Вовкина мама Юля, она такая очень тоже активная, очень сильный человек, и она нашла и его брата постарше Сергея,
и съездила к их общей маме, Мгм. чтобы взять какие-то детские фотографии, что-то, чтобы у Да, Вовки ну, была чтобы хотя бы что-то было, какая-то история опора, какая-то. да. И она тоже говорит, я очень боялась. Я мужу сообщила, куда я вхожу, чуть не на камеру входила. До, ре, ми, эти клавиши, ми, си. Песня о клавишах. Здорово. У тебя хорошо получается. Молодец. У тебя, я вижу, очень много игрушек. Да? Меня чуть-чуть разбила мама. Какая у тебя самая любимая игрушка? Есть любимая? Такая Ух ты! Это кто? Расскажи мне. пони. Пони. Единожка, смотри. Единорожка. Да? И то вот такая. Красивая. Она вот так. Она... Ой. Ребят, насколько я помню, у вас была очень тяжелая адаптация. Вот с чем это было? Какие были трудности? Что было самое сложное с ней? Все. Самое простое было то, что это мы сразу ее приняли, очень ее полюбили. И самое простое было то, что у нас еще была Аня достаточно взрослая. И нас было, грубо говоря, 3 взрослых на эту маленькую девочку. А все остальное было сложно, потому что она практически ничего не ела. Мы перебирали пюрешки разных марок. Скажите, что у нее были, за какие диагнозы основные? У нее была полная двусторонняя расщелина неба, заячья губа. И у нее было Что с поражение. Нос у нее был такой приплюснутый, притянутый вот так, потому что ей в Подмосковье сделали первую операцию, ей зашили губу, но зашили В детском как-то... доме? Ну, из детского дома ее отправляли, даже находили и няню для этого. Да. Но вот наш хирург, когда посмотрела, она так среагировала, она не стала ругаться, она говорит, я так не делаю. И она потом ей переподшивала губу. В общем, То есть делала. было очень много челюстно-лицевых операций, я так понимаю, да? Первая у нее была в детском доме, а потом мы делали еще 4. Мы 4 раза лежали в челюстно-лицевом отделении. И на этом все не закончилось, потому что дальше у нас ортодонтия. Нам все время ортодонты растягивают челюсть. Когда растянут, вставят нам пластиночку с зубами, и тогда будет уже гораздо лучше. То есть это с челюстью, нос на носу, я так понимаю, да, тоже? Последняя, да, ринопластику ринопластика была, да. Еще будет как минимум 1 операция. Есть ли последствия? Я так понимаю, что у нее еще было токсическое поражение центральной нервной системы, да, вот из ее диагнозов. Да, у нее поражение нервной системы, у нее сосудистые кисты сразу обнаружили, и там не так хорошо. Микроцефалия, маленький череп, мозг не может расти полноценно. Это все не на уровне диагнозов, Да. а на уровне сложностей в жизни. У нее нарушение фонематического слуха, например. С чем это связано? Что это значит? Нарушение Ну, она, например, П и Б не слышит разницы. П, Б, Д, Т. Понятно. Парные звонкие, глухие, согласные, например, не слышит. И гласные не все слышат правильно. И не все свистящие слышат правильно. И она просто искренне их слышит так, произносит еще хуже, потому что у нее возможности речевого аппарата очень маленькие. Ну и вот получается. С чем связано у нее нарушение фонематического слуха, нам пока так никто и не ответил. Но это вот, скорее всего, поражение нервной системы, последствия. Потом у нее сложность с разгоном и торможением. Она очень быстро разгоняется, она очень плохо тормозит. И вот это, это тоже не то чтобы диагноз, это особенность. Но эта особенность очень сильно мешает жить, потому что ей нужно было всегда развиваться, преодолевая вот этот вот свою собственную сложность. У нее большие проблемы с едой всегда были, это было очень сложно накормить. Она плохо ела, она выборочно ела. Она вообще, мне кажется, за первый год своей жизни усвоила то, что проще не есть, чем есть. Вот так, да? И она до сих пор, когда она нервничает или как-то чуть-чуть вышла из колеи, она быстро скатывается в эту историю. Не ест. Не ест. Не ест, не Буквально хочет. может быть, год или полгода назад, да, когда она начинает уже с нами там ужин в обед или в завтрак, разнообразие, то есть вот сколько лет подряд, это вот сырок,
сырок. Да, до этого Предлагаешь что-то было другое. пюре яблочное, подсаживается, да. вполне определенной одной марки, и больше ничего. И мы, конечно, были в Мгм. панике, потому что, ну, это же ненормальное питание Ну, ребенка. конечно. И мы Неполноценная, точно. предлагали ей просто колоссальный список продуктов. И очень мало что из этого ей удавалось вообще принять. И это тоже, конечно, нарушение нервной системы, Мгм. отношения с аппетитом. Это что, как это улитка или червячок? Кто это? Червячок. Чеш- Собака сейчас. Она приснилась пролететь. Мгм. Что там? Железная дорога. А, железная дорога у тебя есть. Ух ты! И я годинники. А ты любишь, вы часто с Сережей железную дорогу собираете? Да, я обожаю железную дорогу. Я не только обожаю куклы, могу играть в лего. И лего, у тебя такая большая коробка лего. И И у тебя игрушек, конечно, очень много. да, и машины я люблю водить. Вот, у вас тут целый парк. Вот скажи, какую книгу ты больше всего любишь? Какую сказку? Вот такую. Какую? Так. Ну-ка, что это за книга? Найти жука. Смотрите. Книжка про машинки, да? Да, А ты уже умеешь читать? да. Ну-ка, прочитай, что здесь написано. Вот тут. Ну, давай вот это вот прочитай. Так, М, так. Ш. Угу. М. Про П. машинки. Вот машинки, да. Как вы вообще выжили, вот когда ребенок, вы мне рассказывали, что ребенок спал по 4 часа. А, вот, да, со сном Это самое же, большое. ну, это Сложно же- было. Как это вот когда ты не спишь, это же невозможно. Очень сложно. Это Ну, было там самое, неделю-две. самое сложное, да. 2 года. 2 года и 2 месяца у нас был самый вот острый вот этот вот. Она вообще не спала? Нет, Хорошо. объясните, как у вас сон А у нее проходил? сон был любое количество. То есть она могла поспать 3 часа Ага. и проснуться бодрым человеком, и все. Все. 3 часа ночи. Не волнует. А могла проспать 12 часов. И это всегда были разные, Непредсказуемо. непредсказуемые. Мы никак не могли выявить закономерность, с чем бы это связано. Ни с чем не связано. И всякие истории там по поводу, не знаю, попейте ромашку. Ну да. Успокоительную валерьяночку дайте сюда. Да. Это все просто было нереально. Не работает. Да, больше того, нас неврологи в тот момент еще тоже подвели, потому что неврологи прописывали ей стимуляторы. Ну, то есть в их представлении она Ага. ребенок, который отстает от нормы. Значит, что ей нужно сделать? Ну да. Прокалите кортексин, простимулируйте. Да, И в мозговую итоге деятельность. она ускорялась еще больше. Она не успевала даже развиваться нормально, потому что мы тогда засекали по секундомеру. 20 секунд у нее было занятие одним делом. Мгм. Чему можно научиться за 20 секунд? Ну, понятно. И пока мы не попали к прекрасному неврологу, к которому мы до сих пор ходим, которая вот посмотрела на все это целиком, она нас принимала больше часа, она все это выслушала, подумала. И она первая, кто назначила ей успокоительные, а не стимулирующие. Мгм. И вот тогда у нас как-то что-то пошло на лад. А до этого 2 года вы просто 2 жили в года. страшном сне. Честно По-другому не сказать, скажешь. да. Не в сне. А что Да. вы делали? Ну вот она просыпается в 3 часа ночи, и что вы делаете? Ну, У вот вас кто-то дежурство было? встает, да, благо мы работали, Алексей посменно работает, поскольку он повар. Я работала из дома, то есть я тогда еще работала на удаленке, хотя Мгм. это еще не было, в общем, трендом. Да. И ездила, по-моему, 2 раза в неделю, мне надо было съездить в офис поработать. И Аня примерно тоже в каком-то графике. И мы составляли график на следующую неделю. Вот такой вот. Ну и, соответственно, было понятно, кто сейчас встает к ребенку, кому не нужно завтра на работу. Мгм. Вот так. Вот было. так вот. Но и нас спасло то, что нас очень сильно поддержала старшая дочь. А ты в какой ходишь класс? Во 2 или в 3? В 1. Я новая. Я нашла класс мой. Я новенькая. Ты так говоришь, что ты новенькая? Да. Тебе нравится учиться?
У вас большой класс? Да, вот такой. Это что, сколько там человек? Тышу, Человек 20 есть, наверное? тышу. Нет. 1000? Понятно. У тебя есть друг или подруга? Душа и дух. Меня все. Все подруги и друзья? Да. Друзья, да. Скажи, а вот друг это кто? Это что за человек такой? Мы, мы, мы будем встречаться. Встречаться. Мгм. И пример мы год не отдадим. Мгм. То есть вместе играть, да? Да, вот гости. Еще у нас подруга, мы играли на вот это В и лего вот играть это. можно. И вот это. Да-да-да. Скажи, Ле, иди сюда, поверни сюда. Да. А скажи, а друг, он вообще поддержит в трудную минуту? Да. Да? У тебя есть такие подруги, которые вот прям могут всегда прийти к тебе на помощь? Да. Ребят, ну вот это ожидание от приемного ребенка, все равно же вы думали, что вот мы возьмем ребенка и будет счастье. Но все равно вот ты думаешь же об этом. А счастья было колоссальное количество. Счастья было гораздо больше, чем этих неприятностей. В том-то и какой-то, Ну в не чем, знаю, ну, в магия. чем было счастье? Да Ну, она Лид, же ну, скажи. солнце, она же всегда рада, она вот любой какой-то мелочи, она радуется, она фонтанирует этой радостью, этим счастьем, она всех заражает. Мы приходим на площадку, вот сразу начинается какое-то веселье. Она очень активная, да. Ее любят все просто окружающие дети, потому что с ней точно не скучно. Она приходит, начинается праздник. Мгм. Она всегда придумает, что такое сделать. Ну, в основном, конечно, что-нибудь вытворить. Она веселая, она смеется, у нее она не умеет долго грустить, она быстро переключается. О, У это нее здорово. такой внутренний позитив, какой-то генератор счастья внутренний. Поэтому вот так мы начали как-то с грустного, а на самом деле это был такой счастливый период. Потому что она и ходить начала, она с таким Во упорством. сколько она начала ходить у вас? В год и 4, нет, в год и 6. В год Это и был 4. ноябрь. Ноябрь? Да. Ага, значит, она Год 5, год июньская. 4. Год и 5, да, год и 5. Ребята, ну это огромный труд всех членов семьи. Ежесекундный. Ну, Да? да, честно сказать, да. Это правда очень много труда, да. Вы в какой-то момент был такой, что пожалели? Или, ну, прям вот переживали, что ну зачем мы вот такого тяжелого ребенка? Можно же Нет, было у меня нет, никогда такого не было. То есть у меня иногда было, как я хочу лечь, поспать. просто лицом в пол и лежать, не знаю, сутки. Ну вот, было ощущение, что я устала, что я больше не могу. Но чтобы расстаться с этим ребенком, да вы что, нет. То есть никогда не возникало этого? Нет, Никогда не говорили Алексею, что типа, «Ну, что мы наделали с тобой? Ну, кого мы взяли? Нет. Ну, потому что, во-первых, она гиперактивная, во-вторых, огромное количество ну, каких-то вот этих всяких разных диагнозов, с которыми нужно работать. Мы всегда ходили к логопеду, к дефектологу. Мы ходили долгое время на лошадей, потому что они как раз успокаивают. Да. Вот, когда эту маленькую-маленькую лейку в 3 года ее посадили на огромного коня Першерона, и она как лягушка так на него распласталась. Но зато она совершенно спокойна была. Они большие, теплые. Их можно кормить морковкой. Она очень Да. хорошо умеет кормить лошадей с руки. Расскажи мне про маму. Как ее зовут? Лариса. Лариса. Так. Чем она занимается? За что ты маму свою любишь? Я помогаю маме работу. Работать? Да. Мгм. Так, что еще? Может быть, ты по дому помогаешь, что ты делаешь? Что ты делаешь по дому? Бывает, помогать маме бывает на конике вот тут. Скажи, мама какая у тебя по характеру? По характеру. Да. Добрая? Чуть-чуть я знаю. Чуть-чуть. Да, знаю. Но в основном добрая. Да. Да. Нет, она не знаю, она, наверное, строгая. Да. Да? Правильно я сказала? Строгая. Вот. А папа? Тоже знаю. Тоже строгий? Да, у меня очень много
строгие. Да ладно, не поверю я. Мне кажется, они у тебя добрые очень. Когда берешь такого ребенка, с которым проживаешь много разных таких положительных и отрицательных моментов, ребенок сложный, когда возникает вот это чувство любви к ребенку? Ты же не можешь так автоматически взять и сразу полюбить. Ну почему же? Когда рождается ребенок вот этот вот маленькая лысая, Да, тут ну тоже, ты же да? его любишь сразу, да даже еще до этого ты любишь его еще внутриутробно. И я полюбила с Ну, это первой естественно. фотографии. Вот как фотографию эту распечатали, которая где она на Лунтика похожа. Да. И я ее вот в тот момент полюбила, и все. Это был мой ребенок. Как-то так получилось. Алексей, а у вас как чувство? Не сразу. Удивительно, сколько? но Хорошо факт. притворялся. Удивительно, но факт, да? А сколько времени потребовалось? Ну, в течение, скорее всего, наверное, года. То есть смотрел. То есть все равно сначала присматривался, чужая. Да, Чужая. да. Не сразу пришел. Когда ты почувствовал, что уже все, вот, ну, это мой ребенок. То есть, может быть, было какое-то событие или, не знаю, что-то произошло. Чувство ответственности большое за меня. Оно, скорее всего, тоже очень сильно сыграло. Но чувство ответственности это все равно это не чувство любви. Не чувство любви, но это Ответственность- одно из тех, как бы, базовых основ, что ли, которые привело к всему остальному. Расскажи мне про брата, про своего маленького, младшего. Ты с ним любишь играть? Да. Во что вы играете обычно? Железную дорогу. Железную дорогу. Я Вы, бы- вы где ее здесь строите? Да, 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 да. Большая? Ой, Да, здесь по всему. вот такое. Вот это да, Да. вот такая железная Да. дорога. Так, теперь показывай, кто живет здесь. Прямо вот рассказывай мне, кто здесь спит. Снегурки. Кто здесь спит? Вот здесь, на этой кровати, кто спит? Я. Ты здесь спишь? Это твоя постель? Да? Это моя, а наверху еж. А, наверху еж, да? Да, я думаю, о моей. А здесь кто спит? Никого? Так, а вот это что у тебя такое здесь? Показывай, что это у тебя за парк автомобильный? Кто собирает эти автомобили? Еж. Еж собирает? Да. Ну ладно. И он говорит. Это он так играет, да? Вот. Так, Лея, у тебя тут классная очень площадка. Ты скажи, ты висишь вообще? Да. Забираешься? Да, да, да. Покажи, как ты это делаешь. Ну-ка, давай. Слушай, ты такая шустрая. Быстро у тебя получается. Классно. Ты не упадешь? Нет? Ух ты, молодец. А это твой домик? Да? Твои куклы? Да. Мама мне говорит, что вы иногда сюда, вот сюда на крышу забираетесь. Да. Бывает такое? Да. Леша не слушает. Мне кажется, вы же можете ее разломать. Лен. Мы сломали. Вот. Ешка. Она белая была. А я же глупый сломал. Сломал, да? В какой момент вы решили взять второго ребенка? А когда у нас стало сильно легче с Лей? А с ней стало когда-то сильно легче? Ну, вообще-то да. Да? С Ну, ней это стало получается спустя уже 5 лет на тот момент. Мгм. 5 или 4. 4 года, да, мы задумались. Вы 19. сознательно решили, что вы хотите второго ребенка взять? Да, да. Ну, я сознательно решила. А папа сказал, мы не справимся. Почему? Не помню. Не справимся, да? Ну, мужчины более обстоятельные, Мгм. больше задумываются там о всяких временных, материальных рамках. Ну, это Сразу да. готовимся к худшему. Скажи, чем вы больше всего любите заниматься с твоим младшим братом? Люблю играть. Понятно? Играть. А гулять любишь? Да, люблю. Даже нет, а меня больше на ночи. Понимаете? А спортом ты любишь заниматься? А, Каким отсюда. спортом? Нет, ну это понятно, такой Да. спорт. А ты же ходишь куда-то на карате?
А ты можешь что-нибудь из карате показать? Вот так. Какой-нибудь там? Смотрите, смотрите. О, как? Слушай, у тебя здорово, как И будет. вот так. Ух ты! Слушай, если какой-нибудь мальчишка там будет на тебя нападать, ты сразу пух, Я вот так. опа, и все, и он выпал. Да? Молодец. Молодец. Слушай, у тебя очень здорово И получается. что я могу колени? Так. Это что такое? Это из карате ты что-то показываешь? Да. А это что за такое упражнение? Это мы вставаем, мы сели на колени, Так. мы вот так, мы вот и вставаем, открывается, она оказывает что-то, и Так. мы открываем, и хоп, и в круг бегаем, вот А, так. то есть вы так начинаете занятия. Вы все садитесь, да? И с колена встаете сначала на одно, на второе, и потом начинаете заниматься, да? Слушай, у тебя очень хорошо получается. Тебя хвалит тренер твой? Да? Меня было одна кассета, а теперь три. Меня очень супер, а она нет. Молодец. Умница. Умница. Ну, что ты мне еще можешь показать у себя? Скажи, у тебя что у тебя тут в твоей комнате есть? Смотрите, Шикарный. Это я вижу. Подушки у тебя И очень прямо так. красивые. да, О, дали. это акула. Ням-ням. Кракула, которая съест тебя сейчас. Давай. А, нет, каратистка? Ты каратистка, а я съем тебя. Все, давай, акула приплыла к себе домой, хочет отдохнуть. Да. Да? Хорошо. Так, Это очень интересно у вас. И что меня миленькая. Смотрите, гляньте. ой, как много у тебя сумочек. Смотрите. Это ты, у тебя коллекция сумочек? И что вот это. Красивая. Ты куда с этой сумочкой ходишь? О! О, это блестяще. Ты, И наверное, в это, театр ходишь такой. Это. А это на улицу, А да? понимаете, Красиво. шкаф. Нет, шкаф не будем. У тебя не будем открывать шкаф. У тебя там, наверное, много нарядов? Да? А какие ты любишь носить? Какую одежду любишь носить? Платье? Да. Штаны? Да. Юбки? Да. А что больше нравится? Нет. Все нравится. Да. Так. И я красотка. Лариса, как вам удалось переубедить Алексея настоять на своем? Можно расскажу? Ну, я сказала так, вот, а если бы я сейчас забеременела, вот ты бы мне что сказал? Мы не справимся, Ну да. мне не нужен этот ребенок. Какой довод? Ну и все, против этого он не смог ничего возражать. Я сказала, что это как беременность, только вот в сердце. Все, у меня там все кристаллизовалось. И все, уже в ней поселился там какой-то ребенок. Мгм. Вот так. И где искали? Куда пошли? В Санкт-Петербурге. А как нашли? Я смотрела базу, Мгм. именно питерскую. Не знаю, почему вот мне была уверенность, что мне нужно в Питере. Мгм. Вот я в нее зашла, посмотрела, какие там дети, и практически сразу позвонила по поводу вот конкретного ребенка. И оказалось, что он свободен. Ну, слушайте, чудеса у вас какие-то. Просто первое попадание и сразу ваш. И они мне диктовали какой-то просто огромный столбик его диагнозов. Мгм. Они говорят, вам полностью диагнозы или коды? Я думаю, ну полностью это очень долго писать. И я писала коды. У меня был вот такой вот лист, исписанный этими Кошмар. кодами его заболеваний. Юж, скажи, пожалуйста, кем ты хочешь стать в будущем? Супергероем? Да. А он кто такой супергерой? Спасать людей и машин. Спасать людей? Да. Так супергерой же, он такой сильный. Да. Ты будешь сильным? Да. Или ты уже сильный? Уже сильный? Да. Так, а что еще супергерой умеет? Спасает людей, еще что? И зубы. Мы так не будем.
Тоже там самое И примечательное что у него, было, да, вот вы расскажите, какие ну, у заболевания? него порок сердца, он прооперированный, но Мгм. порок сердца есть. И проблемы есть с этим есть, да, Мгм, конечно. мгм. Потом он сильно недоношенный, он родился килограммовый. И, соответственно, у него букет проблем недоношенных детей. Мгм, Ему повезло, что он родился в Питере, а там прекрасная детская реанимация мгм. для как раз недоношенных детей. То есть вы его забрали в 3 месяца? Нет, мы его забрали годовалым. Годовалым. Его никто не брал тоже как Лею, до года его тоже много Из-за отказов. из-за большого количества диагнозов. Я не знаю. Я не знаю. Ну, может Казалось быть. бы, просто годовалые дети, не такие уж диагнозы, но порок сердца, в общем, это, с этим живут, и можно сделать У него еще был почему-то диагноз глухота Ага. полная. И я когда звонила, думала, ну, Полная глухота. да, да. Хотя по факту этот диагноз не подтвердился и снялся. Мгм. Ну вот мне его диктовали операторы. Может быть, остальные слышали этот диагноз и пугались. Да. А я когда-то долгое время работала на Цветном бульваре, а там как раз у нас было видно место, где встречаются глухонемые. Так. И у них они раз в неделю там встречаются, общаются. Есть такое место общения вот, московских глухонемых. Мгм. И с Леей мы, поскольку мы обследовали много чего, мы были в детском сурдологическом центре. Ей обследовали, насколько она физиологически Да. хорошо слышит, Тоже же полностью и говорили, так что далее, у неё, да. да, что у нее непонятно. может быть вот в этом вопросе проблемы. И я думаю, ну вот у меня уже даже есть 2 отправные точки. Мгм. Как быть? Нет, даже 3. Я же бауманец. А у нас есть факультет для глухонемых ребят. У них преподаватели, которые вы знают что? вот эту речь. Да, да. У нас даже было очень забавно, когда нас на какие-то зачеты сажали вместе, большую аудиторию. Ну, то есть Мгм. справа одну группу, слева другую. И вот с нами была группа слабослышащих. Очень смешно. Преподаватели им говорили, не шепчитесь. Они же могут Ну под да, партой да, 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 да. переговариваться. Да. Не шепчитесь. Мгм. Ну вот у меня было целых 3 отправных точки. Я Мгм. думаю, ну, глухота Не так страшно. не так страшно вообще. Если они в Глухоту, Бауманке могут учиться, правильно? конечно, То это есть- же свои люди вообще. Да. И, ну вот, соответственно, ну сердце тоже все оперируется. Тем более он был прооперированный. И я поехала в Санкт-Петербург, брала Одна, без направление. Алексея. Да, одна без Алексея. Брала все эти направления. Питерские чиновники и опека – это вообще отдельный пункт. Мгм. Потому что опека в Питере суровая, и чиновники тоже. Да. Так, а что они? Да. как? Ну, все вообще как бы по всяким форумам приемных родителей Мгм. отзываются о том, что питерская опека вообще строгая. А в чем строгость проявляется? Ну, они очень придирчиво собеседуют тебя, смотрят документы. То есть они хотели придирчиво выяснить вашу спрашивают. мотивацию, да? Да, спрашивают, вам это вообще зачем там и так далее. И это все так строго, сурово по-питерски, чтобы точно отдать ребенка в хорошие руки. Что вы говорили? Вот вам это зачем? Вот зачем и зачем Алексею это? Вы для себя тогда, на тот момент, что вы говорили? Ну, я чувствовала, что у нас еще есть, вот прям у нас, как у семьи, есть силы, есть определенные умения, наработки. И уже есть возможность, потому что Леечка подросла, и мы могли как бы еще куда-то свои силы направить. Вот. Передать опыт, наверное. То есть был у вас такие ресурсы родители? Ну да, да. Потом, ну как бы, если ты столько всего знаешь и умеешь Ну уже, да. она нас прокачала очень сильно. Надо же это как бы использовать, а не Мгм. просто так распылять. Поэтому мы решили, что мы еще одного потянем. И вот. Про первую встречу расскажите. Как Тоже она проходила и Она показывала... была единственная. А, Перед тем, как мы его единственная. А тогда же был карантин. Так. Это же 20-й год. Мгм, Да. да. И вот я сходила. Ну как, вот принесли, дали на руки. Маленький, пухлый, не смотрит на меня, смотрит куда-то на потолок, на стены и так далее. Я толком его не смогла разглядеть даже. Потом, ну что разглядывать, вот как бы, Ну да, что ты увидишь, да, у Годовалова? ну, как бы, да, говорю, замечательный ребенок, берем, все, заверните. Алексею тогда звонили. Звонила, конечно, вышла, тряслась, звонила. Чуть не плакала, может, плакала. А он поддержал. Скорее всего. Я так понимаю, у вас в семье мама
управляющей компании, Нет, правильно? ничего подобного. Нет? Нет, мама нервная. Мама Эмоция. эмоциональная, да. Мама, мы побежали туда. Давайте делать фестиваль. Давай Мгм. возьмем ребенка. А Давайте. папа это тыл. Так, стоп, подожди, давай сначала Да. взвесим. А Мгм. папа все это Это очень хорошо. думает, просчитывает. Как-то меня так аккуратненько. Направляет. Ну да, сдерживает, направляет. Поэтому Ну и вот что, у вас опять, получается, изменилась жизнь. Снова еще одну вселенную взяли к себе в семью, и снова опять все заново получается. Еще нет, и Лия. да он идеальный, он вообще беспроблемный. Да вы что? Это, фу. Это же просто идеальный ребенок. У него вообще... Он может сесть и играть сам. Он может, не знаю, собрать что-то вот такое вот из конструктора феноменальное. Он очень хорошо соображает. Он очень характером такой. Ёж, скажи, где ты спишь? На какой кровати? Вот на нижней или на верхней? Как ты забираешься? Ну-ка, давай показывай. Ну, по лестнице? Очень опасно. Ну, давай, залазь, показывай нам, как ты это делаешь. Так. Ух ты, помаши нам ручкой. У тебя там большая кровать? Да? Не страшно там тебе наверху, Ёж? А? Не страшно? Ты с Леей разговариваешь ночью? Да? Не даешь ей спать? Ну, то есть адаптации не было, получается? С маленьким вообще не было адаптации. Ну, да, вот ощущение, как вот уже родной ребенок. Что-то известно о биологических родителях? По официальному статусу он подкидыш. У него 2 прочерка в свидетельстве о рождении. Это ужасный документ. Я ужаснее документа никогда не видела. Я не думала, что это так больно, когда так стоит прочерк и прочерк. У Леи 1 прочерк, и это совершенно по-другому воспринимается. Я даже не знаю, Да, кстати. что в этом такого, Как человек из ниоткуда. но эмоционально это очень тяжело смотреть на эти 2 прочерка. Ну, его просто мама рожала без документов, чтобы, видимо, там, не платить алименты или, Мгм. ну, не знаю, может быть, какие-то проблемы с документами. Вот. Ничего не известно. Есть только лист, как бы, про нее заполненный, даже, скорее всего, не ее почерком. Мгм. От Лейной мамы у нас хотя бы есть ее почерком Ну да. написанный отказ, Мгм. что тоже уже что-то вот уже. У нее братья есть, у нее вот этот вот почерк, страничка, когда-нибудь она ей будет, наверное, тоже нужна. А тут ничего, да? А тут вообще ничего, пустота. Я поэтому и хочу хотя бы в эту детскую реанимацию съездить. Мгм. Потому что вот где-то он там лежал совершенно крошечный, и его там 3 месяца дозревали до уже младенца новорожденного. Вот. Поэтому ничего я пыталась найти по той фамилии, которая указана в этих документах. То ли это вымышленная фамилия, Мгм. ничего не нашла. По соцсетям, ну, Ну да. попытки, конечно, пыталась сделать. Ничего не находится. Ёж, Он серьезный мужчина. ты мне можешь показать свою коллекцию машин? Давай, покажи. А то Лёля нам ничего особо не показала, она не знает твоей машины. Давай, рассказывай мне. Что вот это у тебя за мотоцикл? Откуда он у тебя? А? На, держи мотоцикл. Как он ездит? Держи. Вот так, смотрите. Давай. Ну, подожди. Вот так. Ага. Дай Ёже покажет. Да, да. О, мне кажется, нам надо какую-то машину. Кто тебе такую машину подарил? Ёж. Аня мой. Аня подарила? Ух А вот ты! это Класс! Ми. Это у вас, вам можно гонки устраивать, Ёж, да? Да? Можно гонки. Я- Какие у тебя еще здесь машины есть? О, вот это самое красивое. Это что, это за пожарная машина? А кого она спасает, скажи, Ёжи? Пожарная. А подождите. Сейчас, подожди, заяц. Садись. Так, Смотрите. пожарная машина у нас. Вау. Ёж, Бери. иди сюда, еще покажешь мне. М. Так, Ла-ла-ла. а вот это что за машина? Смотрите. Это что-то какой-то... Класс. Красавец, вообще красавец.
Да, это что это за такое? Это какой-то робот, что Смотри, ли? смотри. Мгм, да. Ларис, как у вас складывались отношения с дочерью? Дочь, вот она же наблюдала за всем этим, что сначала взяли одного ребенка, потом вы взяли маленького. То есть Она нас всегда так поддерживала. она вас поддерживала. Очень. Она вообще, мне кажется, она в это впряглась, особенно в Лею. Она вкладывала столько же, сколько и мы. Вот, поэтому дочери только какой-то огромный респект за то, что она Удивительно. так в этом всем участвовала. Но ей было уже 19, у нее с 20, да? 20, Мгм. к моменту, как мы взяли Лею. Ну, то есть она уже 35. такая взрослая, самостоятельная девушка. Да, да. Поэтому ей, может быть, проще было принять, потому что у нее возраст такой, когда уже ты можешь как-то как родитель, что ли. Мгм. Конечно, она с ним относится как старшая сестра, она приезжает, делает подарки, там, как несерьезно с ними дурачится. Ну да. Ёжи, скажи, во что ты играешь с сестрой? В какие игры? Ничем. А? Это что? А это что за игра? Ну как ты мне покажешь, что это такое? Это пластилин? Да. Так, и что с Маленький. ним надо делать? Показывай. А, ну-ка. Ну давай, у тебя, наверное, есть уже открытый А пластилин? меня вот это. А у тебя вот это, ну ставь их сюда. Иди сюда, ну-ка покажи, что там у тебя. О, давай, точно. А мы играем. Играем. Сейчас. Да. Так, давай, показывай, куда вот это делать. Давай. А вот это, смотрите. Так. Она вот так. И сука. Вот так. Мгм. Слушай, у тебя так ловко получается с пластилином. Ты любишь играть с пластилином? Да. Я тоже. Да, ты тоже, Умею. конечно. Да ты вообще, мне кажется, уже все умеешь. Да. А посмотрите. Так, и что с этим надо Ой. делать, Ёж, скажи? Смотрите. Так, Смотрите. садись на эту подушку. Она спокойно пока. мягкая. Посиди пока. Вот так, посиди. А дайте. Я тебе дам, давай. Мгм. Так, что и она что? И вот это. Ну-ка, ну-ка, и что там у нас выходит сейчас? Можно давить? Слушай, что-то оно не давится, мне кажется. Или давится? Надо посильнее. Так, это мороженое, что ли, у нас? Да. Это... Тихо, не дави. Ёжа, это тебе мороженое. Давай я тебе щас- отрывай. Давай. Лей? Ну давай тогда ей. Спасибо. Ешь мороженое, дорогая. Ням-ням-ням. Спасибо. Ребят, скажите, а можно ли восполнить вот эту бездну, эту пропасть, которая есть у детей, ну, в принципе, у всех детдомовских, практически у всех детей, но у ваших особенно, потому что от Лии сразу мама отказалась, Сережа вообще подкидыш, да, вот эта вот пропасть, да, вот ее можно восполнить? Скорее всего, она наполняется, конечно, эта пропасть. Другое дело, когда есть же моменты, когда несколько раз отказываются от детей. И вот тогда, скорее всего, эта пропасть становится прям Когда это уже И когда деформирует личность. про возвратных, ну да, детей, когда возвращают, это уже, да, это вообще страшно. Ну вот у нас как раз у мамы моя младшая сестра, моя двоюродная дочка, и ее как раз возвращали, и мама говорит, когда мне было совсем тяжело, я не рассматривала даже, чтобы ее вернуть, но она взяла подростка. Ну да. Как раз и она вот это выдержала весь спектр. И она говорит, я ее не могла вернуть, потому что это бы ее сломало. Мгм. То есть я даже это не рассматривала. Потому что она отказник, и потом ее один раз брали и отказались, и ну все. Мгм. Это ресурс, который заканчивается, да. Просто душа наламывается у человека. А про маленьких, это правда огромная пропасть. Мы ее, конечно, засыпаем. Но Ну это да. скорее, знаете, не засыпать пропасть бездонную, Мгм. а настроить много-много мостиков. Хорошо. Много-много-много мостиков, чтобы можно было ходить Мгм. туда-сюда. А так, конечно, есть специфика. И она, мне кажется, никогда не исчезнет. Потому что это огромный какой-то страх в том, что ты один в Мгм. этом мире. Но они за первый год им пропитались очень сильно. Вот так. Потом маленький он вообще, он из своего первого года жизни, вот мы его забрали, ему было 11 месяцев. Он 6 из них провел в больницах. Ну вот. Даже не в доме ребенка. У него Да. был хороший дом ребенка. Мгм.
И он И лежал он же с все это вот оттуда, да? Всё это Конечно, он взял лежал с на себя? ковидом. А тогда, ну вот представьте, это что, лежит ребенок, которому полгода. Никто И к к нему не... приходит только вот этот Тёти, космонавт да? в скафандре. Так тогда же они Кошмар, ходили. да. И вот месяц он лежал и общался с этими только космонавтами в скафандре. И это уже, по сути, это не восполнить вот это время, да? Как, Нет, как это раз самое всегда будет- развитие, да, вот самое развитие. Нет, в смысле развития там, интеллектуального у него все это хорошо закрылось. Мгм. Мы его взяли, он в 11 месяцев не умел сидеть без поддержки. Мгм. То есть по сравнению с ним Лея у нас была очень развитая. Мгм. То есть он просто заваливался, его можно было посадить, и он заваливался в 11 месяцев. Мгм. И мы его взяли. Лея, кстати, по сути, это Лея- ответвление стало тренером его по развитию Да, физическому. кстати, да. Ну, да. Кстати, вот да, это очень Он важно. повторял за ней все. Мгм. И это прям повлияло сильно. Тем более Ну, она еще такая активная. Да, но мы же ее тоже выводили через физику, через Мгм, физуху, мгм. через тело, постоянная тактильная, ползательная, развивающая среда, вот это все. У нас была постоянно крупа. Мгм. Помнишь? Я рассыпанная крупа из То есть- кастрюли по полу. Потому что мы все время играли в перловку, у нас был просто, я не знаю, мы несколько мешков перловки, если суммарно пережили. Да, Лея его тренировала. Мгм. И он, в итоге мы его взяли в ноябре. К Новому году он пополз. Вот так. Быстро. Да, да. Для несидящего ребенка, То есть, по сути, через месяц. ну, через 2. Вот какой молодец брат. Сначала дал сестре мороженое, теперь сам съест. Вот я понимаю. Дружба. Давай. Опа. Я доела. Так. Спасибо. Уже поела? Да. Поела. Брату давай теперь оставшуюся часть. Давай. Класс. Здорово у тебя получается. Слушай, ты И такой у ловкий. меня И у тоже. себя тоже получается. Посмотрите. Давай. Это вот так. Так. Давай. А Ешь, посмотрите. давай. А Теперь посмотрите. это мороженое тебе. А посмотрите. Сейчас посмотрим. Сейчас, Лечка, давай. Ешь. Смотрите. Смотрите. Съедай мороженое. А смотрите. Да я вижу. Это инструменты? Да. А для чего они? Это Ешь, ты что-нибудь строишь? Смотрите. Что ты строишь? Ну-ка. Это питание. Пистолет? Да. Ух ты, это кто тебе такой пистолет? Кто тебе Машина. сам нашел? Или это папа тебе нашел такой пистолет? А как ты, скажи, стреляешь? Ну-ка покажи. Давай, показывай. Смотрите, машина. Давай, наверх. Да? Смотрите. Легкая. Все, концерт окончен. Нет, ты куда? Ой, слушай, это вам весело, конечно, с ними. Лариса, Ты куда? соскучишься. То есть, Это да. не мне лично. Это что такое? Ребят, скажите, приемное родительство это вообще про что? Это служение. Это отказ от многого для себя лично. Отказ в собственном времени, в каких-то там в сне, в отдыхе. Но при этом это огромное счастье, просто которое перекрывает все, ну, я не знаю, все вот эти проблемы перекрывает не то что с лихвой, просто. Мне похожи какие-то воспоминания о том, как мы на Алтае, горный Алтай, мы пешком ходили и лезли через перевал. И вот так вот лезешь, и кажется, что все, сейчас через перевал перевалишь, а там такой уступчик и дальше. И мы несколько часов лезли через этот перевал вот такими уступчиками. У нас закончилась вода, нам было очень тяжело. Мы боялись, что мы сейчас до темноты не сможем выйти вот куда нам нужно было. И в конечном итоге очередной уступчик оказался, правда, вершинкой этого перевала. И мы вот так вот сели
Впереди огромное Кучерлинское озеро, красивейшие вообще вот эти вот горы. Мы сидим, и нам очень хочется пить, даже глотать неудобно. Но это какое-то потрясающее чувство счастья, полета и невероятной наполненности. И в тот момент думаешь, да, я бы еще 10 раз так же залез. Вот так. Так и с приемным родительством. Так же и с прямым родительством, да. Да, ты каждый раз- Идешь, кажется, все, вот уже все, Да, вот эта оказывается, трудность, да, она последняя. Оказывается, там еще высота. да. Но в целом это огромное счастье, и без этого не дойдешь туда вот до этого прекрасного Да. не дойдешь. Алексей, а вы как? Ну, я, конечно же, присоединюсь к этим словам. Мгм. Вот. Ну и, конечно, это осознание того, что вот ты этому человеку даешь шанс. Да. Вот. Это прям многое.